Кашель – симптом, який хоч раз у житті трапляється і у дорослих, і у дітей. Як правило, з кашлем ми не біжимо одразу до лікаря, а часто самостійно призначаємо собі ліки. Не варто ігнорувати кашель у дітей. Часом його причини можуть бути непередбачувані. Про це ми поговоримо сьогодні з лікарем-педіатром, а поки що розберемося з причинами кашлю. Кашель – захисна функція нашого організму, оскільки він захищає дихальні шляхи і позбавляє від надмірного слизу чи сторонніх предметів. Кашель є лише симптомом, а не хворобою, тому визначити його причину часом буває непросто. Але не для лікаря-педіатра Катерини Михайлівни. Саме з цим симптомом пацієнти до неї звертаються найчастіше. Кашель может сопровождать как обыкновенный фарингит за счет того, что слизь стекает по задней стенке глотки, то есть, говоря по-простому, обычную простуду и насморк. Кашель может сопровождать воспаление легких. Кашель может быть одной из основных жалоб при гайморите. Насті 8. На щастя, дівчинка хворіє не часто, кілька разів на рік. І якщо немає високої температури, то з кашлем донечки мама Тетяна може впоратися самостійно, адже добре знає, що можна робити при вологому кашлі, а що при сухому. На початку хвороби він, як правило, сухий. І тоді ми зразу, наприклад, можемо пополоскати горло содою. Нам здається, що це дієво. А вже пізніше, якщо ми відчуваємо, що кашель такий вже більш вологий, то тоді вже якісь трав'яні сиропи або заварюємо мати і мачуху. Окрім вологого і сухого, кашель також розрізняють за тривалістю. Нападоподібний, такий буває при коклюші, періодичний при бронхіті, а також гавкаючий. Він часто виникає при трахеїті. До речі, такий кашель найнебезпечніший. Як правило, кашель донечки Тетяна лікує за допомогою гомеопатичних або трав'яних засобів і вкрай рідко застосовує інгаляції або компреси. І правильно робить, оскільки вигрівання або парові процедури при певних видах кашлю можуть не лише посилити симптоми хвороби, а й призвести до серйозних ускладнень. Тож, що варто знати про лікування кашлю у дітей? Як розпізнати небезпечні симптоми на слух? Та які засоби лікування кашлю ефективні, а від яких краще відмовитися? І провідний педіатр Катерина Ковбаска в студии «Сніданку» з 1+1. Доброе утро вам. Доброе утро. Вот героиня нашего сюжета лечит свою дочку с помощью гомеопатических и всяких травяных средств и практически игнорирует, например, компресс или ингаляции. Вот правильно поступает женщина? Но здесь нельзя ответить однозначно, к сожалению. Кашель может быть результатом очень многих заболеваний, начиная от простуд, острых респираторных вирусных инфекций, заканчивая пневмонией, то, что называется воспаление легких. Что касается простуд, они, к счастью, проходят быстро. В течение 3-5 дней кашель может закончиться самостоятельно. И тогда у родителей, у всех окружающих складывается ощущение, что действительно помогли гомеопатические те или иные препараты. Если же этот кашель является результатом пневмонии, бронхита или каких-то других более серьезных заболеваний, увы, гомеопатия здесь не очень помогает. Когда только начался кашель, что нужно в первую очередь делать? Следует оценить общее состояние ребенка. Опять-таки, хотелось бы повторить, что кашель может быть результатом простой простуды или какого-то тяжелого заболевания. Воспаление легких тоже может начинаться в течение нескольких часов. Следует оценить общее состояние ребенка, насколько он вялый, насколько он капризный, отказывается ли он от еды. Есть такой признак, если мы ребенку сбиваем температуру, контролируем температуру, даем жаропонижающий препарат, и ребенок становится веселым, поведение его нормализуется, то косвенно мы можем сделать вывод, что все-таки это результат простуды, и следует только контролировать температуру, поить ребенка, и, конечно же, в течение первых 2 дней следует показаться врачу. Если же даже после приема жаропонижающих препаратов и падения температуры ребенок продолжает быть вялым, отказывается от еды, самостоятельно ложится спать, или бывает во время игры даже засыпает, тогда следует срочно обращаться к врачу для того, чтобы разобраться, что произошло. А какие способы лечения самые эффективные? Самое первое, что могут сделать родители, это промыть нос солевыми растворами. Если нос заложен и ребеночек старше года, ему можно капнуть в нос сосудосуживающие капли. Если ребенок относительно
старшего возраста, например, старше 4 лет, ему можно дать рассасывать тот или иной леденец от кашля. Вот. Ну и все. В некоторых случаях, если кашель сопровождается какими-либо проявлениями одышки, то есть нарушением частоты ритма дыхания, необычными движениями грудной клетки, тогда следует делать ингаляции. Значит, ингаляции бывают 3 видов. Паровые. В этом случае происходит лечение верхних дыхательных путей, то есть, ну, заканчивая глоткой. Вот. И ингаляции бывают компрессорные, когда с помощью компрессора создается аэрозоль лекарства или солевых растворов. Или ультразвуковой, когда с помощью ультразвука создается... А что самое эффективное? Самое эффективное, то, что в больших количествах случаев показано, это ингаляции через компрессорный ингалятор. Такие ингаляции можно проводить дома, имеются в продаже, на прокат можно взять. Что по поводу отхаркивающих лекарств у детей до 3 лет? Насколько я знаю, им сложно, они не умеют еще отхаркивать. Отхаркивающие препараты врач решает в каждой конкретной ситуации, нужны ли или не нужны. Малыши, может быть, кашляют неэффективно, но все равно кашель является серьезным защитным механизмом и позволяет удалить из бронхов образовавшуюся мокроту. И еще такой вопрос, чего ни в коем случае нельзя делать при кашле? Ну, например, не знаю, горячий чай пить или, может, еще какие-то... Наверное, нежелательно парить ноги в горчице, как, наверное, было распространено вот в наше с вами детство. К сожалению, горчица очень часто, действительно часто вызывает аллергию. Нежелательно ставить горчичники и банки, потому что горчичники создают такой своего рода, могут создавать ожог на коже. Вот. Банки тоже не всегда являются Это только потому, что они ожог Они не являются оставляют? достаточно эффективными, они создают ожог, и их эффективность А разные не масла, доказана. которые втираются, Масла разогревающие? тоже в некоторых случаях очень хорошо помогают, но у многих детей, к сожалению, современных, имеется аллергия на масла. Дякуємо вам. Ну а я скажу, що в нашій студії була провідний педіатр Катерина Ковбаско. Наш ефір триває.